Привет! Это интернет-магазин штор Ланита, и это наша постоянная рубрика, где мы делимся советами, лайфхаками и просто полезной информацией о шторах. И в продолжении нашей большой темы о том, на что нужно обращать внимание, когда вы получаете штору из ателье или забираете ее на почте, следующее, что бы мы хотели разобрать, это как померить штору и убедиться, что все верно. Размеры. Тут все просто. Когда вы оставляли свой заказ, вы указывали размеры. И теперь, когда вы его получили, эти размеры должны быть. Остается только проверить, как же это сделать. Чтобы исключить вероятность перепадов, мы рекомендуем померить тюль либо штору в 3 местах: по бокам, с 2 сторон и посередине. Для удобства нам необходимо сложить штору пополам и одним заходом померить 2 боковые стороны. С другой стороны померить получившуюся у нас середину. Для большей наглядности мы точно так же сложим штору, только наизнанку, и ровно, без натяжения, выложим ее на полу. После того, как мы ровно приложили верхние углы шторы вместе, мы сможем даже без рулетки увидеть, нет ли перепадов высоты по бокам шторы. Для этого нужно обратить внимание, совпали ли друг с другом нижние углы. Все в порядке, перепадов нет, теперь можем померить рулеткой боковые стороны. Тут 251 сантиметр, меряем получившуюся середину шторы. Тоже 251 сантиметр. Отлично. Какой тут есть нюанс? Когда при заказе вы указываете размеры будущего изделия, важно сообщить, от какой именно точки вы делаете замеры. Такой точкой могут быть нижний край трубы карниза, нижний край кольца для трубы, край крючка для кольца. Высоту можно брать от крючка для потолочного карниза или от самого карниза. И может быть еще с десяток вариантов. И вот нюанс заключается в том, что, предположим, вы указывали высоту 253 сантиметра, а при перемерке у вас получилось 256 сантиметров. Не пугайтесь, это мастер вам добавил необходимую величину, учитывая точку, от которой вы делали замеры. Вполне нормально и допустимо считается погрешность в высоте до 1,5, а в некоторых случаях и до 2 сантиметров, в зависимости от свойств ткани. Такую погрешность нам помогают исправить петли на тесьме, которая пришита вверху шторы. Как мы помним из предыдущих видео, в 90% случаях тесьма имеет 2 ряда петель, расположенных на расстоянии 1,5 сантиметра друг от друга. Давайте померяем ширину изделия. Ширину изделия правильнее мерить по низу, так как вверху может быть частично стянута тесьма и сделан технический подгиб. Также нужно учитывать, что изделие имеет и боковые подгибы, и их необходимо дополнительно выравнивать при пошиве. На каждый такой подгиб может уходить до 7-8 сантиметров, поэтому материал лучше брать с запасом примерно 15 сантиметров на каждое полотно. По проверке размеров, в принципе, это все, что хотелось сказать. Надеюсь, это видео было полезным для вас. Однако, возможно, у вас остались какие-то вопросы, пожелания, либо предложения. Мы всегда будем рады ответить на них в комментариях. А в следующем видео мы снова получим готовое изделие из ателье и проверим на нем наличие технического подгиба. А заодно и разберем, для чего он вообще нужен.